If you destroy the symptoms, Если вы разрушите симптомы, then what happens? You have no possibility to know what is happening. тогда если мы разрушим симптомы, тогда мы уберем возможность понять, что происходит в организме. So you should never make any effort to attack these symptoms. Поэтому наши усилия, как врачей, никогда не должны быть направлены на атаку симптомов, но на то, чтобы убрать симптомы. If you make any such effort to destroy the symptoms, then the person cannot be cured for the whole life. Если мы разрушим симптомы, тогда мы ввергнем человека в состояние неизлечимости. Because symptoms are messengers. Потому что симптомы никто иной, как посланники. If you kill the messenger, then you cannot know what is happening. Если мы убьем посланника, не выслушав его послание, тогда мы никогда не узнаем, что происходит на военном поле. It is like a king who is sitting in his palace in a fort. Да, это подобно тому, что вот какой-нибудь царь сидит там в своем форте. And when his messenger came to inform him that enemies' armies are approaching the fort, гонец спешит к нему для того, чтобы сказать, что к нам приближается вражеское войско. and the king is angry on the messenger, said, "You are disturbing me." Царь ужасно сердится, говорит к концу: ты зачем меня отвлекаешь вообще? So he cut the head of the messenger. Рубит ему голову. Then within no time the enemies will occupy the whole fort and then come into the palace and Спокойно продолжать свою жизнь, а в это Finish the king время also. враг приближается и разрушает царство вместе с царем. So the same thing happens when we attack the symptoms. То же самое происходит, если мы атакуем симптомы. Если мы убираем симптомы, тогда мы поступаем точно таким же образом, открываем ворота всем врагам этого мира. For example, a person who is getting headache every day. Например, у человека каждый день головная боль. So when you take a painkiller, headache disappears. Мы даем ему анальгетик, и у него исчезает головная боль. So again, next day headache reappears. Но потом они опять появляются. So headache is a symptom that is produced by the vital force. И тут нужно понять, что головная боль – это симптом, который произведен жизненной силой. So what happens when you try to eliminate these symptoms or kill these symptoms is, И если мы постараемся убрать этот симптом, уничтожить его, что your vital происходит? force completely loses its power. Тогда наша жизненная сила все больше и больше изнашивается. So if your Она vital теряет свою силу. If your vital force loses its power, it gets weakened, then your А если она теряет силу, значит она становится слабее. defense system is completely И наши destroyed. защитные механизмы, они постепенно разрушаются и приходят. Then your constitution is susceptible to all sorts of disturbances, all infections, everything. И тогда наша конституция становится восприимчивой к любым внешним беспорядкам, ко всем инфекциям, вирусам, микробам и прочему. So this is very important for us to understand very clearly for homeopathy. И вот это вот про жизненную силу нам очень нужно четко понимать, если мы хотим следовать гомеопатическому лечению. If you, for example, if you have some pimples or some warts on the face, Например, на лице появляются угри или какие-нибудь там бородавки. we have to understand that this is the result of the functioning of vital force which has produced to Мы должны bring something понимать, out. что это не что иное, как действие нашей жизненной силы, которая пытается что-то выкинуть. Для того, чтобы сохранить здоровье, она пытается что-то выкинуть на поверхность
убрать из конституции, убрать из тела. So if you just make them disappear like that directly, И если мы просто будем работать над тем, чтобы угри исчезли, still the vital force tries to bring it out. а жизненная сила будет продолжать стараться, все равно будет продолжать стараться выкинуть это. That is why after some time when we stop applying the cream again, they appear. Тогда, когда мы перестанем нашу мазь применять, допустим, если мы применяем мазь, тогда через какое-то время опять появятся те же угри. So at least then we have to understand that this is not a solution to make them disappear directly. И вот это возвращение симптомов хотя бы должно нас убедить в том, что мы не в правильном направлении движемся в своем лечении. Because if you can make them disappear permanently Если мы навсегда освободимся от этих угрей by external applications or something, с помощью внешних аппликаций или химии всякой, then they will enter back into the constitution and then they will be transformed into vital level and then start disturbing the vital forces. тогда эти симптомы, они вернутся обратно, они получат обратный ход, обратно вернутся на уровень жизненной силы и будут нарушать ее действия. For example, if you have, some persons have corn, they are called in the feet. Например, у кого-то возникают мозоли на ногах. And when you go to the doctor, then they will cauterize it or they will eliminate it. И мы идем к косметологу, он там что-то делает, лазером их удаляет. You know, when you make it again and again for some time, Если мы будем делать это снова и снова, потому что они снова появятся, мы снова и снова будем их удалять, then after 10 years or 15 years, тогда после 10-15 лет таких неправильных действий that person will develop cancer in the throat. этот человек заболеет раком горла. So this process takes some years to manifest all these things. Therefore, you cannot correlate these things. Все эти взаимосвязи трудно уследить, потому что такие пагубные последствия неправильных действий, они занимают много лет. This is because you are acting in the opposite direction to the functioning of vital force. И все эти пагубные последствия возникают потому, что наши действия прямо противоположны действию жизненной силы. То есть жизненная сила в одну сторону действует, а мы ей препятствуем. Мы занимаемся That is why подавлением. what Dr. Hahnemann says that Поэтому доктор Ганиман говорил, you should not just depend on the external instruments or something to understand what is happening in the inner consciousness of the person. что никогда не нужно полагаться на внешние какие-то инструментарии, когда мы пытаемся понять, что происходит с человеком. You must try to apply your mind and senses to observe these symptoms. А нужно применять свой ум и чувства к наблюдению за пациентом. And you must try to gather these symptoms and make what is called. И результатом этого наблюдения должен быть сбор всех симптомов пациента. So what is called totality of symptoms. То, что называется в гомеопатии тотальностью симптомов или совокупностью симптомов. So this is an important task of a homeopath. Это главная и важная задача гомеопата. So the totality of symptoms, it will give you the nature of the disease or the disturbing factor. Совокупность симптомов даст нам понимание природы болезни или фактора, нарушающего здоровье. So unless you know the
nature of a disturbance, А пока мы не узнаем эту природу, you cannot select a remedy мы не сможем подобрать правильный препарат, which can act, which can eliminate которым, these factors, internal factors. который способен убрать внутренние факторы болезни. So then the question is that what is the basis to select a remedy on these internal factors? Тогда возникает вопрос, как подобрать препарат, основываясь на этих внутренних, для определения этих внутренних факторов. What happens when you apply any substance as a remedy? Что происходит, когда мы какой-то препарат медицинский применяем? Once again, the substance which you are applying as remedy will produce its primary action on the vital force. Этот препарат, который мы применяем, он производит первичное действие внутри нашей жизненной силы. То есть он имеет свое действие. It is inevitable because Это неизбежно. it is according to the law of nature. Потому что это происходит в соответствии с законами природы. Что бы ни поступило в организм, оно производит свое первичное действие. So you know, На жизненную all силу. the substances what we apply as a medicine will produce their primary action on our vital force. И нужно помнить, что все, что мы употребляем как медицинский препарат, оно производит свое первичное действие на жизненную силу. So whenever a primary action is produced, automatically the vital force starts a secondary action. А мы помним, что как только первичное действие произведено на жизненную силу, жизненная сила немедленно начинает свое вторичное действие. Она начинает ответное действие. So this producing of secondary action Это производство вторичного действия жизненной силой. it is intended, one is to indicate what is happening, another is to make an effort to eliminate the factors that are disturbing. Целью этого вторичного действия жизненной силы является, у него две цели. Первая, скорее дать знать, раззвонить о том, что что-то происходит в Конституции, кто-то там на нас напал. И второе, это исторгнуть из Конституции, убрать будоражащий фактор из Конституции, освободить ее от будоражащего. So the secondary action of the vital force continues until the disturbing factor is totally eliminated from the constitution. И действие вторичное, вторичное действие жизненной силы продолжается до момента полного исторжения нарушающего фактора из Конституции. Here we have to clearly understand И мы должны очень ясно понять about the substances насчет субстанций, которые which we want to administer as medicines. мы назначаем как медикаменты. All the substances Все субстанции are classified классифицируются into two categories в две категории. according to homeopathy, according to Ayurveda also. Как в гомеопатии, так и в аюрведе. What are the two categories is И что это за две категории? foods Это еда, and non-foods. то есть пищевые продукты и непищевые продукты.
the substances of the first category that are which we call foods, То, что мы называем едой или пищевыми продуктами, these are the substances. These substances will not produce any sort of primary action in the vital force because they won't cause any disturbance. это те субстанции, которые не вызывают возбуждения жизненной силы, потому что Конституция их принимает и усваивает. Поэтому жизненная сила на них не реагирует в своей первичной акции, первичным действием. They are intended to protect the vital force and supply the necessary Эти energy to субстанции, the vital force. они поддерживают жизненную силу, и они поставляют ей энергию. So therefore there will be no secondary action from the vital force towards these substances. Поэтому жизненная сила не реагирует на них как на враждебные и не производит вторичного действия. Unless these substances are distorted in their form. Suppose the food, we take food that is necessary, so that is not a disturbing factor. But if the food is given in a distorted form, then it disturbs. Если эти пищевые продукты, конечно, находятся в своем нормальном состоянии, если они свежие, хорошие, употребимые. If you prepare the food and if you preserve the food in deep frozen condition for a few days or like that, and then if you take it as food, then definitely it starts disturbing because it is no more really food. Надо сказать, что если та еда, которая нормальная, которую Конституция воспринимает нормально, если ее приготовить, потом заморозить в морозильнике, подержать несколько дней, то она на самом деле меняет свою структуру, и когда она поступает в тело, она вызывает эту вторичную реакцию жизненной силы, потому что жизненная сила нарушает свое действие из-за такой... Да. So we have to understand properly. Мы должны хорошо понимать, что продукт, который поступает, хоть он и называется продуктом, он тоже должен быть в своем неизмененном состоянии. Когда он консервируется, сохраняется долгое время, это измененное состояние продукта, и он тоже воспринимается враждебно достаточно в нашей Конституции. So generally, products like all cereals and products like milk or honey, Поэтому такие продукты, как злаки, фрукты, мед, овощи, all these fresh products, they are all в своем свежем состоянии они they sustain, they strengthen the vital force. поддерживают жизненную силу. So they won't produce any primary action. И поэтому они не производят первичные акции. And therefore, the vital force, functioning of vital force is never disturbed by them. И действие жизненной силы не нарушается им. But substances other than this, they are called non-foods. Но все остальные субстанции, которые не являются поддерживающими, то есть не являются пищевыми свежими продуктами, они называются не пищевые продукты. These are technically called poisons. Технический термин для их обозначения – это яд. То есть все остальное является ядом. We are also consuming a lot of such substances, non-foods, along with the foods. На самом деле, вместе с нашей пищей мы очень много таких ядов, так называемых ядов, употребляем в пищу. But the difference is, Но разница состоит в том, that we are taking these substances not as foods but a little quantity along with the food which can produce certain effect on the vital force.
То, что мы их употребляем в очень маленьких количествах и употребляем их с пищей, и они имеют какое-то свое маленькое действие на жизненную силу. How can you differentiate between these substances and foods? Как тогда нам различить эти субстанции, не являющиеся пищей, и пищу? For example, salt. Например, соль. Just a little, very simple example. Очень If you are hungry, you can take some milk or you can take some fruit or you can say take some cereal, but you cannot eat salt. Мы понимаем, что если мы голодные, мы съедим молоко, там, фрукты или овощи, но мы никогда не станем, когда голодные, есть соль. For example, there is pepper. Или перец. Can you keep eating pepper when you are hungry? Не будем его есть просто так. You can just add little pepper or little Чуть-чуть salt, добавляем, или соли, или перца, but not as main food. но не как основную еду едим. So this pepper or this salt or the chilies Соль, перец, чили or ginger, и даже имбирь. all these things, Все эти вещи, they are used in the food in a little quantity, not as main food. они используются не как основная пища, So- и они используются только в маленьких количествах. These substances, И эти субстанции, they are not to be considered as foods, they are non-foods only. они не являются пищей, они являются ядами. So because they will they will produce their primary action. Ядами не в обыденном понимании, не мышьяк там все такое, вот, а в том понимании, что они заставляют нашу жизненную силу производить некие действия. То есть они нашу жизненную силу будоражат. Because our vital force is very clever and very prudent in Наша жизненная selecting. Наша жизненная сила, она очень разумная и очень точная в своих действиях, избирательная. So the vital force will accept only real food substances which will increase its power and which will replenish its. Она без какой-либо реакции воспринимает только то, что действительно укрепляет наше тело, укрепляет нашу конституцию и укрепляет ее саму, поддерживает ее. And all other substances are rejected by the vital force. А любые другие субстанции, они в большей или меньшей мере отторгаются. So this rejection is also a part of secondary action. И это отторжение, оно тоже является частью этой вторичного действия. So the secondary action of the vital force is a very important aspect. Вторичное действие жизненной силы, оно очень важно. Это очень важный аспект. As long as the vital force is in a condition to produce Пока наша secondary жизненная action, сила способна производить вторичное действие, then our constitution is well protected. наша конституция хорошо защищена. When the vital force loses its power to produce secondary action, Но когда наша жизненная сила теряет свою способность производить вторичное действие, then it cannot anymore produce symptoms. тогда она перестает обладать способностью производить симптомы. Then we have to understand that our constitution is in great danger and it is leading to incurability and dangerous conditions. И в такой момент мы должны понимать, что Конституция подходит к своей неизлечимой завершающей стадии, да, потому что она, в общем, болезнь становится полностью неизлечима. Препараты медицинские, которые подавляют онкологии, например. Препараты медицинские, которые подавляют иммунитет, например, при операции, да, трансплантологии. Это же все улучшается, кажется. Question is, in surgery,
Transplantations. Yeah. They give preparations which are suppressing immunity. Yes. Yeah, that means it Yes. is incurable state. Yeah, that because they are giving such medicines to suppress immunity. That is because Otherwise they have no solution. Because they have no understanding of these internal levels of consciousness. They only consider only the physical tissue, and their understanding is only limited to the physical level of consciousness. Это происходит из-за того, что вот медицина, она действует только на уровне физического тела, они не видят все эти процессы, которые происходят за уровнем физического тела. И они просто, для целей физического тела вот совершают такие действия, которые, да, они там, в общем, они ведут, да, к неизлечению. Ну, то есть такого человека уже невозможно вылечить. So it is impossible to cure such a person, yeah? Yes, for example, when you find some person is given substances like steroids, for example. So the steroids, if you use steroids, then the immune system is more and more suppressed. Ну, на продвинутых стадиях, да, потому что когда мы, допустим, начинаем давать стероиды человеку, это значит, что мы начинаем подавлять его иммунную систему. Вот. И она постепенно все сильнее и сильнее подавляется. Ну, то есть мы убиваем свою собственную жизненную силу таким действием. Then the vital force loses its capacity to постепенно make a secondary action. Жизненная сила теряет свою способность производить вторичное действие. Then the possibility of cure is eliminated. И тогда возможность излечения, она исчезает. That is what you find in all the treatments, like for cancer, giving chemotherapy and all these things. Все это мы находим в лечении рака, например, когда они начинают делать химиотерапию, это все, это точка уже, жирная точка. So what you find exposure of radiation, radiotherapy, chemotherapy, all these things. Радиотерапия, химиотерапия, это все путь в никуда. They have no solution to cure the person. Therefore, they are constantly keep the immune system down so that the disease condition will not flare up, but they cannot stop the advancement of the disease. Так как они не имеют в таких случаях решения, они просто подавляют болезнь вместе с жизненной силой, и они таким образом убирают способность организма противостоять болезни, и болезнь постепенно все равно захватит всю конституцию и придет. Все это приводит к летальному исходу. The disease does not exist in the physical tissue. That is evident from the fact that what you are observing is when there is some problem when you are eliminating the organ, but still the person is not cured from the disease. That is clear evidence for that. Доказательством того, что болезнь не существует на уровне физического тела, является то, что даже когда мы убираем какой-то орган, болезнь она не перестает существовать в теле. Даже она там и не существовала. Even there is so many types of transplantations, what you see now. Даже то, что мы сейчас видим вот в трансплантологии, столько много пересаживают органов. When particular organ is destroyed, then you replace it and you transplant it. Свой орган разрушен, мы заменяем его новым. But the organ which is transplanted is also not protected because the problem in the vital force is not cleared. Он не защищен от болезни, потому что причина болезни не устранена. То есть
будет разрушен и этот орган. So you have many problems you are